Кузя, ему чуть больше года. Как только он начал ходить на улицу гулять, он перестал ходить в туалет в доме. Рыжик у нас появился буквально 2 месяца назад, его хозяйка умерла. Переживали, что Кузе не понравится рыжий кот, он гораздо больше, он его будет обижать. Всем привет! Вы на канале Суперовские Cats, я Даша. Сегодня мы в гостях у Татьяны Лампики. Таня эколог, сортирует мусор, а еще с недавних пор ведет блог «Как выйти замуж после 40». Привет! А еще Таня, конечно же, очень любит котиков, и сегодня мы поговорим именно о них. Таня, я смотрю, у вас уже 2 котов. Я знаю только про одного. Его вы взяли с приюта, да? Да, я его взяла с приюта, притом после того, как в Фейсбуке было сообщение, что были найдены, даже не найдены, а спасали на рынке, спасали маленьких котят. Я поехала, посмотрела на них в ветеринарке, потом их там выдержали, перевезли уже в приют, и уже с приюта я забирала его после определенного периода. Как его зовут и сколько лет он уже у вас? Кузя, ему чуть больше года. Он такой достаточно, сейчас он лежит и такой спокойный, а вообще, в принципе, он достаточно такой, у него игривый, немножечко матерый, своеобразный характер. Поэтому, вот такое у нас чудо. То есть это вы, получается, взяли котика с улицы, да? Да. А сложно вообще приучить к рукам кота? Вообще, может, он пугается с улицы, да, пришел в дом? Я-то брала уже, когда, его еще маленьким, то есть когда они маленькие, то по большому счету это не имеет значения, да, откуда ты его взял. Пока был маленький, мы его не выпускали на улицу, мы его начали выпускать где-то с 9 месяцев, и как только он начал ходить на улицу гулять, он перестал ходить в туалет в доме. То есть он абсолютно категорически отказывается, он меня будет каждое утро в 5 утра, для того, чтобы я его выпустила на улицу. А второй котик, как его зовут и как он у вас появился, когда? А Рыжик у нас появился буквально 2 месяца назад, его хозяйка умерла, и, в принципе, меня попросили его определить в приют. Но он такой хорошенький, он вообще мне напоминает плюшевую игрушку. Мне так его стало жаль, что я решила, в принципе, его тоже взять, хотя мои дети были категорически против. Хочу сказать, что у Тани 2 детей, старшему Артему 16, младшему Даниилу 14. Кстати, Артем тоже блогер. У них были такое, как даже ревностные какие-то такие вещи. Во-первых, они очень переживали, что Кузе не понравится рыжий кот, он гораздо больше, он его будет обижать. Мы очень долгое время спорили и сопротивлялись, они очень сильно сопротивлялись. У старшего сына просто было очень много таких даже истеричных заявлений о том, что как это так, значит, Кузя будет считать, что его любят меньше, как ты можешь завести еще одного кота. И как вы его убедили? Или ему просто пришлось приспособиться, или он просто... На каком-то этапе он начал проявлять внимание уже и к рыжему коту. То есть он начал его кормить, за ним убирать. То есть у него позиция поменялась. Я понимаю, что животные, они делают мягче характер. Они, во-первых, делают мягче характер, во-вторых, те же самые мальчики, у них появляется какой-то некий фактор внимания, да, то есть они понимают, что у них ответственность, им нужно накормить, убрать туалет. А по поводу рыжего котика, для него же это тоже был стресс, попал в чужой дом, как он вообще себя вел? Рыжику чуть больше года, то есть они приблизительно одного возраста с Кузей. Его хозяйка нашла на мусорке, то есть завернутый в пакет, и она пошла выбрасывать мусор и нашла этого котенка. Дочка его хозяйки привезла ко мне, она брала этот способ, там, где валерьянка распыляется, по ее мнению, это средство успокаивает котов, и с помощью него можно и перевозить их, то есть они не так нервничают, когда их везут,
И если пшикать им, вот мы, кстати, их и пшикали, то есть при первой встрече мы их напшикали этой валерьянкой, вот, они себя вели так очень спокойно, они такие были вообще такие в состоянии кайфа, да, вот, и это состояние длилось достаточно долго. Вот, и за счет этого, наверное, они вот этот вот период, потому что это мы обрабатывали, тут ходили, обрабатывали, наверное, неделю. Переходной период был достаточно спокойный. Ну, хотя кот Рыжик сам по себе очень боялся, и он прятался по углам. Таня, если у вас есть какие-то вопросы о приживании животных, можете их задать нашему зоопсихологу Зое Селюте. Она даст ответы на все, что вас интересует. И мы сделаем отдельную программу. Вообще я переживала, например, что вот этот кот, он у меня не кастрированный, то есть это обычный уличный кот, а второй кастрированный. То есть вот, допустим, меня этот вопрос очень беспокоил, потому что я не понимала, как они вдвоем сойдутся совершенно с разным природным инстинктом. Рыжий кот начал ходить, ну, он как подписывает, вот я бы сказала так, то есть не в туалет, а вот немножко подбрызгивает мочой в углы. Но это больше такая небольшая лужица получается, но это точно, ну, как вот, я даже не знаю. И именно вот в углы, и именно несколько углов, оно не имеет запаха, вот, то есть я это все протираю, но чем это вызвано, для меня вопрос. Рыжик, кстати, очень интересно реагирует на то, что Кузя куда-то уходит и возвращается. Он его, кстати, встречает. Ему очень любопытно, что происходит за окном. Он может долго наблюдать. И, скорее всего, что летом, когда будет открыта дверь и сетка, кстати, у меня кот умеет открывать сетку, заходит сам, выходит, заходит. То есть это нормальная процедура летом. То, скорее всего, что Рыжик тоже начнет выходить на улицу. И вот этот вопрос начинает меня беспокоить, потому что он длинношерстный, он кастрированный, и вот здесь возникают вопросы, что с этим делать, возможно, его нужно там привить, возможно, ему нужно дать дополнительные какие-то инструменты, что будет с Рыжиком, когда он начнет выходить на улицу. И, допустим, так как он кастрированный, я понимаю, что его, скорее всего, что нужно в каком-то графике тоже осматривать. Какая периодичность должна быть похода к ветеринару? А прогоняете ли вы блох глистов у Кузи и прогоняли ли также их у Рыжика? Так, значит, Кузя у меня в основном ходил с ошейником против блох. Вот, и была такой спрей, которым я прыскала для того, чтобы профилактику делать. Вот сейчас ошейник мы сняли по причине того, что вот, кстати, шерсть, она как, ну, не стирается, это неправильно, как залысины появляются, да, то есть если кот долго носит ошейник, то вот эта вот часть вокруг шеи становится такой какой-то, как будто там шерсти нету, да. Кстати, вот даже интересно, насколько эффективно использовать ошейники, как часто их нужно менять. Вот я ему прогоняю, наверное, раз в полгода даю глистогонные, но он почему-то их так чувствует, что не нравятся они ему. И, кстати, вот тоже вопрос психологу, почему, неужели, ну, как по мне, то вроде нету ни запаха, ни вкуса, и вот если он витаминки, он ест с удовольствием для котов, да, то если вот среди витаминок положить вот эту вот таблетку от глистов, он ее есть не будет, то есть он съест все витаминки, оставит. Даже если закопать ее, там, измельчить, вот я наблюдала, я измельчу, например, эту глистогонную таблетку, закопаю ее в корм, и все равно он съест то, что на поверхности, а там, где было глистогонное, он есть не хочет. Возможно, есть какие-то другие средства, возможно, я неправильно подхожу к этому вопросу, или, ну, в принципе, как это упростить. И любопытно еще, весной начинается очень много клещей. У котов, ну, информации не так много, но в моей жизни были случаи, когда у меня домашний кот, вообще даже не поняла я, где он его взял, но он принес на ухе там 3 клеща. Вот, и вот мне пришлось их доставать вручную, ну, там все окей, но тем не менее интересно, насколько
Что нужно использовать для того, чтобы клещи весной не приставали к коту? И, в принципе, насколько самостоятельно их можно быстро удалить? Итак, вопросов у Татьяны много. Мы показали это видео зоопсихологу Зое Селюте. Первым делом Зоя приглашает Татьяну к себе в клинику на осмотр котиков. Ветеринар детально расспросит о проблемах и даст советы. Расскажет, можно ли выпускать на улицу кастрированного кота Рыжика, с чем связаны его метки по углам дома, чем грозит вольная жизнь некастрированному коту Кузе и какие прививки нужно делать обоим котам. Следите за анонсами в Ютубе, Инстаграме и Фейсбуке. На всех аккаунтах мы подписаны Суперовские Cats. Задавайте свои вопросы тут же в комментариях, либо на почту. И, конечно, подписывайтесь на наш канал. Будете первыми узнавать о наших новых программах.